Привет, дорогой друг! Если ты смотришь это видео, значит ты на канале Алиса Tell Me. И сегодня я хочу вам рассказать про одно удивительное место, которое я обнаружила буквально за углом от своего дома в Нахе на Окинаве. И это острова Керама. Alisa, tell me. Алиса, расскажи мне. Alisa, enséñame. Alisa, dis-moi s'il te plaît. Alisa, söyle bana. Алиса, айтып берші маған. Alisa, vertel het me. Yes, Алиса Дес. Сегодня я вам буду в основном вещать из-за кадра, так как это видео изначально планировалось в формате влога из нашего мини-путешествия на остров Дзамами. Но узнав больше про это место, я поняла, что не могу не рассказать про него больше. Поэтому... Это мы наконец-таки заземлились, заземлились на пляже. И, в общем, рассказываю немножко. Мы уехали на соседний остров, который находится в 2 часах езды на пароме от города Наха. Остров называется Дзамами. Вот. И здесь очень красивая вода, а еще обещали куча красивой живности. У нас предстоит очень много всяких интересных активностей сегодня и завтра. Вот. Так что я постараюсь по возможности уже показывать. Вот. Сейчас выложу парочку фотографий. Здесь очень классно, ребят. Дзамами – это один из 3 больших островов группы островов Керама. Впервые острова Керама упоминаются в начале 15 века. Они служили важным перевалочным пунктом в торговых отношениях между Китаем и королевством Рюкю. Что такое королевство Рюкю, я рассказывала в видео про историю Окинавы. Ссылка на него вы найдете в описании к этому видео. В период Эдо, как раз в эпоху расцвета Рюкю, в бухтах острова Дзамами часто останавливались китайские корабли на пути к основному острову Окинава. Сохранились даже мореходные карты тех времен. Главный торговый путь проходил из китайской провинции Фуджиан в Наху на Окинаве, где и находилась резиденция рюкюского короля. Китайские корабли останавливались в бухте Агоно-Ура в ожидании попутного ветра. Сама бухта имеет идеальное расположение. Окруженная горами и имея коралловые рифы на дне, корабли могли спокойно там причаливать, не опасаясь ветров или штормов. В общем, 2 часа на пароме. Мы выпили просекку, немножко поспали, и вот мы уже на месте. Сейчас первостепенная задача поесть, потому что время уже 12 и пора бы подкрепиться. А затем мы поедем в наш отель. Я нашла очень классное место, очень такое традиционное, скажем так. Ну, короче, все дальше будет, а сейчас мы пошли искать еду. Мы прибыли на остров на утреннем пароме из главного пассажирского порта Тамари в Нахе. Стоимость билета на взрослого человека в одну сторону 2045 йен. Еду мы нашли через Google карты, недалеко от порта. Выбор пал на местную кафешку, но меню оказалось достаточно ограниченным. Миска с рисом и сашими из тунца или миска с рисом и сашими из лосося. Стоимость 1000 йен за порцию. На Дзамами нет привычных в Японии комбини и супермаркетов. Тут нашелся всего один маленький магазинчик, где мы основательно закупились водой и разными снеками. Фанта грейпу десу. 140 円。140 円。Затем мы отправились за арендованной машиной. Остров хоть и маленький, но до основных красивых мест придется добираться. Есть автобус, курсирующий между 2 основными пляжами Фурдзамами и Ама. Но приходит он всего лишь 2-3 раза в день. Обычно туристы приезжают на Дзамами одним днем. Обратно в Наху отходят 2 парома в 3 часа дня и в 5 часов вечера. Но мы решили остаться ночевать на острове. Итак, мы взяли, значит, рентал-кар и приехали в другую часть острова, подальше от основного скопления туристов, потому что здесь я нашла офигительный отельчик, ну, как сказать, гестхаус скорее. Вот. Здесь, конечно, все дико старое, все такое прям реально, как будто война закончилась 2 часа назад. Вот. Мы немножко потерялись, но мы уже нашлись, и сейчас мы закинем вещи и пойдем искать пляж. Погода у нас немножко приуныла, но этим же и лучше, потому что нет палящего солнца, поэтому не сгорим. Но если что, алоэ для кожи после сгорания я взяла. Практически посреди джунглей мы нашли старинное бунгало.
построенные в традиционном окинавском стиле. Дома на Окинаве строились низкими, чтобы выдерживать частые тайфуны. Крыши покрывались красной черепицей акагавара, привезенной из Китая. Традиционно у входа нас встречают фигурки шисы. Планировка дома похожа на традиционный японский дом. Раздвижные перегородки щоджи с рисовой бумагой ваши вместо стекол обеспечивают естественную вентиляцию дома. Конечно же, в нашем доме были обустроены все удобства, о которых древние рюкюсцы даже не могли мечтать. И как дополнительная опция был доступен даже джакузи и банька. Несмотря на современные блага цивилизации в виде электричества и кондиционера, внутреннее убранство дома было выполнено очень традиционно, что создавало ощущение соприкосновения с древней историей. Where is my beer? Море на Окинаве славится своим невероятным цветом. Как писал известный окинавский поэт 18 века Юнг Тонг, у моря Окинавы столько оттенков, сколько эмоций в сердце. И ведь действительно, у моря вокруг Окинавы насчитывается как минимум 20 визуально различимых оттенков. Южные моря Окинавы больше характеризуются небесно-голубым, глубоким синим, лазурным и мятными цветами. А все дело в том, что на дне, дно вокруг островов Керама – это обширные коралловые рифы. Здесь обитает более 400 видов кораллов, поэтому и пляжи над Замами тоже коралловые. Кстати, если соберетесь сюда, обязательно возьмите специальную пляжную обувь. Ходить босиком по такому пляжу очень больно. Так вот, за счет этих самых кораллов, которые, погибая, приобретают белый цвет, голубой свет от солнца лучше отражается, и таким образом вода кажется такого ослепительно-бирюзового цвета. Конечно же, в водах, богатых кораллами, живет множество морских обитателей, среди которых есть очень красивые виды рыб. Видами морской жизни можно наслаждаться над Замами, так как здесь для этого есть все условия. На больших общественных пляжах есть огороженные зоны, где бесплатно можно поплавать с маской и понаблюдать за рыбками и кораллами. В более глубоких местах можно взять в аренду оборудование для дайвинга и даже понаблюдать морских черепах. Мне удалось заснять некоторые кадры представителей морской фауны Замами, которых я раньше никогда не видела. Ну и вернемся в наш традиционный окинавский дом. Владельцы предоставляют варианты питания вместе с арендой дома. Отличная опция, учитывая, что вокруг нашего ночлега не то что кафешки, даже магазинчика нет. Поэтому мы заказали барбекю-ужин и японский завтрак. К нашему удивлению, помимо мяса для жарки, нам подали целый ряд окинавских блюд, великолепно украшенных на тарелках-дощечках. Весь вечер нас окружала природа, в прямом смысле этого слова. Помимо летающих насекомых, которые так и норовили броситься в наши тарелки, по сетке на веранде также бегали маленькие ящерки ямори. Друг! На Окинаве считается, что если ямори поселился в вашем доме, то это к удаче. Утром следующего дня меня разбудили наши лесные соседи. Только послушайте. Доброе утро, номер 2. У нас тут прям пионерский лагерь. Над Замами не только морская, но и лесная фауна богата на жителей. Например, здесь водится рюкю робин или островной малиновка. Это эндемик островов Рюкю. Или руди кингфишер, по-другому его еще называют рыжая зимородка. Кроме этих милых птичек, на Замами также живет оспрей или скопа. Это рыболовная хищная птица, которую часто можно увидеть возле берегов. Она пикирует в воду, чтобы поймать добычу. Но не только птицы здесь красивы. Архипелаг Керама – это настоящий рай еще и для бабочек и пауков. Например, здесь живет одна из крупнейших бабочек Японии – Грейт Мормон. Их легко заметить, так как они имеют черный цвет крыльев. Честнат тайгер – голубая бабочка с пятнистыми крыльями.
Она способна перелетать на длинные расстояния, долетая даже до материковой Японии. А еще на островах Кирама живут особые местные олени Кирама-джика. Это редкий подвид, приспособившийся к жизни на маленьком острове. По размеру они меньше обычных японских оленей и имеют рыже-коричневый окрас с белым животом. Все жители островов их охраняют, и они являются символом архипелага. Знаете, я вот уже около суток нахожусь на острове Дзамами, и у меня до сих пор, знаете, вот как-то не бьется в голове, что вот эта вся красота, она мне доступна. То есть я живу практически вот за углом от вот этого всего. И, по сути, вы знаете, когда люди приезжают на какие-нибудь острова, Мальдивы, видят вот эту всю красоту и понимают, что, типа, мы в отпуске, мы 2 недели вот это увидим, а потом больше не увидим. Ну, или придется ехать. А я могу за 5000 йен просто сюда приехать на пароме и вот это вот увидеть хоть каждый день. Знаете, это очень прикольное ощущение. Оно никак не бьется в голове. Да. Ах да, я не показала вам наш завтрак. Завтрак был очень японским. Состоял из риса, овощей, водорослей и мисо-супа. И снова все подали на красивых тарелках-дощечках. После завтрака мы отправились в горы, на смотровую площадку. На второй день солнце было ярче, облаков не было, и невероятная голубая вода Кирама-Блю предстала во всей своей красе. Мы вернулись домой в Наху на 3-часовом пароме. За эти 2 дня мы пережили массу впечатлений, которых бы хватило на целую неделю. Приезжайте на Окинаву, здесь очень здорово и красиво.